Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать вот такую очаровательную снежинку крючком. Давайте рассмотрим ее поближе. Вязать очень просто. Схема состоит из 3 рядов. Размер ее у меня получился 12 сантиметров. Получилась какая-то она нежная, такая милая, уютная. Мне она очень понравилась и решила поделиться с вами. Если вам такая снежинка тоже приглянулась, присоединяйтесь. В конце видео с вами свяжем такие милые снежинки. Поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Пишите комментарии. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что не пропускаете рекламу, смотрите ее. Так, в прошлых видео мы с вами вязали еще вот такие снежинки. Вот это, по-моему, номер 8 она, и вот эта хрупкая. Мне кажется, они будут дополнением, они как-то в одном стиле. Так что наш набор снежинок пополняется. Так, эти пока я уберу. Вязать эту снежинку я буду из ниток ромашка. Это 100% хлопок. В 75 граммах 320 метров. То есть в 100 граммах получается примерно 426 метров. Крючок буду использовать 1,25. Ну, давайте приступим. Итак, делаем скользящую петлю. Набираем цепочку из 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Это начальный столбик с 2 накидами. 2 накида. И в колечко провязываем столбик с 2 накидами. Итого 2 столбика с 2 накидами. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3 арка, 2 накида, и в кольцо снова провязываем 2 столбика с 2 накидами. Первый, второй. Немножечко колечко можно подтянуть, чтобы удобнее было вязать. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И снова вяжем пару столбиков с 2 накидами. Мы с вами провязали 3 пары. Давайте еще 3 провяжем вместе. Не забываем делать арки из 3 воздушных петель между ними. И встретимся. Подходим к концу ряда. Провязали 6 пар из 2 столбиков с 2 накидами. Всего 12 столбиков. Колечко можно затянуть за хвостик потуже. И вместо последней арки из 3 воздушных делаем 1 воздушную петлю, накид, и в 4 воздушную петлю подъема 1, 2, 3, 4 вершину начального столбика с 2 накидами провязываем столбик с накидом, потуже делаем его. Так, первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с 1 накидом. Накид. Сюда же в арку провязываем еще 2 столбика с накидом. Первый, второй. Итого у нас получилось 3 столбика с накидом в арку.
Далее переходим на следующую арочку из 3 воздушных и в нее провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, 2 воздушные, 1, 2, и сюда же в арку провязываем еще 3 столбика с накидом. Так, переходим к следующей арке и также провязываем 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом. Все, продолжаем вязать самостоятельно по рисунку и встречаемся в конце ряда. Нам осталось провязать в последнюю или в первую арку еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, чтобы также было 6 столбиков в арке. И вместо последней арочки из 2 воздушных мы делаем 1 воздушную петлю и столбик без накида в 3 воздушную петлю подъема, вершину начального столбика с накидом. Вот такая арка. Второй ряд у нас готов. Вяжем 3-й, последний ряд. Здесь нужно быть повнимательнее немножко. Будем вывязывать самое интересное — лучики нашей снежинки. Итак, делаем воздушную петлю подъема и в эту же арку провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик. Далее набираем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и в 3 петлю от крючка провязываем 2 столбика с накидом. Итак, сделали накид, 1, 2, 3, первый столбик с накидом, накид, и сюда же в эту петлю провязываем 2 столбик с накидом. Далее набираем 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид, в 3 петлю 1, 2, 3 провязываем первый столбик с накидом, накид, сюда же в эту петлю 2 столбик с накидом, 2 воздушные, 1, 2, и в эту же петлю, куда мы провязывали столбики, делаем соединительный столбик. Так, затянули немножечко, и в следующую воздушную петлю также провязываем соединительный столбик. Далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, накид, в 3 петлю от крючка 1, 2, 3 провязываем 2 столбика с накидом первый и сюда же 2. Теперь набираем 6 воздушных петель. Мы с вами потом еще раз провяжем, поэтому если не запомнили, ничего страшного, мы повторим. 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5,
6. В третью петлю от крючка 1, 2, 3 также провязываем 2 столбика с накидом первый, и сюда же в эту петлю еще один столбик с накидом. Спускаемся вниз, сворачиваем вот так пополам, и вот у нас 2 петельки, делаем в них по соединительному столбику. В эту петлю мы провязывали столбики, вот в следующую воздушную петлю делаем соединительный столбик, и в следующую. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид, в третью петлю от крючка 2 столбика с накидом первый, сюда же в эту петлю второй, 2 воздушные петли, 1, 2, и сюда же в эту воздушную петлю, куда провязывали столбики, соединительный столбик, и в следующую воздушную петелечку, она соседняя рядом слева, также соединительный столбик. Так, теперь спускаемся, пропускаем вот этот элемент, и в следующие 2 воздушные петли делаем соединительные столбики, первый и второй. Сейчас я развожу, немножко расправлю, чтобы было видно. Вот между этим и этим элементом у нас 2 свободные петли, в них и провязали по соединительному столбику. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3. В третью петлю от крючка также провязываем 2 столбика с накидом. Теперь переходим к основному вот кружочку нашему, и в следующую арку из 2 воздушных петель 6 столбиков мы пропускаем, провязываем столбик без накида. Вот одна стрелка готова, снежинки. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, накид, в третью петлю от крючка столбик с накидом, 1 столбик здесь, 2 воздушные, 1, 2, и сюда же в эту петлю, куда провязывали столбик с накидом, делаем соединительный столбик, и теперь в арку в эту же провязываем столбик без накида. Вот так. Все, один раппорт мы провязали. Теперь повторяем и снова вяжем вот такую стрелочку. Так. 3 воздушные петли. Сейчас буду немножечко побыстрее. В третью петлю от крючка 2 столбика с накидом. Первый и второй. 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. В третью петлю от крючка 1, 2, 3, 2 столбика с накидом, первый, второй, 2 воздушные петли, в этот же столбик, в эту же воздушную петлю соединяем соединительным столбиком, и в следующую воздушную петлю делаем соединительный столбик. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. В третью петлю от крючка 2 столбика с накидом провязываем.
Далее 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В третью петлю также провязываем 2 столбика с накидом, сворачиваем и в 2 воздушные петельки свободные провязываем по соединительному столбику. Это макушечка нашей снежинки. Далее 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Накид. В третью петлю 2 столбика с накидом. Первый, второй. 2 воздушные. В эту же петлю провязываем соединительный столбик, в ту же петлю, куда мы вязали столбики. И в следующую петельку также соединительный столбик. Так, теперь пропускаем вот этот круглый элемент и в следующие 2 воздушные петли провязываем по соединительному столбику. 3 воздушные. 1, 2, 3. В третью петлю от крючка делаем 2 столбика с накидом. Так, стрелочка готова. И мы делаем теперь столбик без накида, вяжем следующую арку из 2 воздушных. Соединили. Присоединили к основной снежинке. Далее 3 воздушные. 1, 2, 3. Закончим раппорт до конца. Накид. В третью петлю от крючка 1 столбик с накидом. 2 воздушные. 1, 2. И соединяем в эту же петлю, куда провязывали столбик с накидом. И теперь в арку столбик без накида. Вот так. Мы провязали 2 раппорта, еще 4 раза. У нас здесь 6 стрелочек. Она у нас снежинка шестиконечная, как настоящая. Все, продолжаем вязать самостоятельно. Подходим к концу ряда. Делаем соединительный столбик в начальный столбик без накида, прячем кончики и ставим снежинку на блокировку. От того, как мы сделаем ровно и красиво блокировку, такой вид и будет у нашей снежинки. Я блокировала, использовала клей ПВА. Можно с крахмалом, ну кому как больше нравится. Куда применить такие снежинки, я думаю, придумает каждая рукодельница. Или сделать подвес, или аппликацию, или просто как украшение, новогодний декор. Но это уже решит сама мастерица, рукодельница. Ну все, продолжаем вязать. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, всем ровных петелек и до новых встреч!